Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале о вязании. Сегодня я хочу вам показать небольшой мастер-класс, как вышить подсолнухи на игрушке. У меня есть вот такой мишка, у него достаточно уже много подсолнухов, но я еще буду один подсолнух делать вот здесь вот за ушком, для того, чтобы был типа веночек на ушке. Вот, значит, у меня есть мастер-классы по технике рококо, по советам, которые я там даю. На этом я останавливаться подробно не буду. Ну, возможно, какие-то основные моменты дам. Вышивать я буду мулине. Нам понадобится иголка. Для рококо нужна иголка, у которой ушко и сама игла одного размера. Ушко не должно быть толще, чем толщина самой иголки, поэтому выбирайте, которая вам нужна. Также понадобится 3 цвета. Это коричневый, я слишком темный не брала, желтый и темно-зеленый. Но зеленый можно взять, в принципе, поярче. Я выбрала такой цвет. Значит, понадобится нам одна ниточка. Так, я вот так вот вытягиваю ниточку, сколько мне нужна длина. Обрезаю. Теперь эту ниточку, смотрите, вот эта вот колбаска, которая получилась, я возвращаю ее назад, раскручиваю, возвращаю на бобинку. Беру ниточку, складываю вдвое. Эти два хвостика продеваю в отверстие иголки. Так. Так. И теперь вышивать я буду вот здесь вот. Если вы вышиваете на софте, то в принципе здесь можно немножко подстричь, для того, чтобы волоски вот эти не мешали. Слишком не обрезайте. Я обрезала, наверное, только на лапке. Так я вышивала без стрижки все остальные подсолнухи. Так, значит, что мы делаем? Сначала я делаю небольшой стежок в голове для того, чтобы сделать узелок. Вот у нас здесь петелька. Я в эту петельку продеваю иголку, затягиваю. И таким образом я зафиксировала ниточку. Теперь вот эту внутреннюю часть мы делаем с помощью французских узелков. Смотря сколько вы хотите сделать этих французских узелков. На лапке у меня, например, только 4 французских узелка. На животике здесь, наверное, штук 9. Ну и на голове тоже штук 9, может быть 11. Я стараюсь сделать нечетное число. Мало ли, суеверные люди. Так, значит, я наматываю. Давайте один узелок я подробно вам покажу. А потом не буду уже останавливаться на этом. Значит, я прикладываю вот так вот иголку, зажимаю ее и накручиваю по часовой стрелке, получается 2-3 моточка. Затем я придерживаю эти моточки, поворачиваю иголку и рядышком, не в то же отверстие, а рядышком ввожу иголку. Теперь вот эти вот все намотки нужно аккуратно ногтиком, пальчиками подтянуть к голове, придерживаем и протаскиваем иголку и ниточки. При этом, смотрите, я придерживаю узелок практически полностью, пока не останется маленькая ниточка. И затем аккуратно поправляю и затягиваю. Вот такой вот узелочек получился. Дальше я в ту же дырочку ввожу назад, рядышком вывожу и рядом делаю то же самое.
То есть я не смогу выводить иголку совсем рядом с узелком. Мне нужно будет выводить ее чуть дальше и потом возвращаться к тому месту, где узелки у нас формируются. Вот таким вот образом. Ну вот, пожалуй, на этом я закончу. Не очень у меня получается по кругу, потому что узелки укладываются не так, как я хочу. Иногда поворачиваются, чуть дальше уходят. Но мы их сейчас подсоберем. Я фиксирую несколькими стежками внутри головы ниточку. И теперь точно так же беру желтый цвет. Желтый я взяла более насыщенный. Отматываю необходимое количество. Видите, гусеничка это осталось. И затем я в обратную сторону наматываю это все на бобинку. Так. Точно так же мы возле вот этой кучки фиксируем петельку. Можно чуть подальше делать, потому что мы сейчас будем с помощью шва назад иголку двигаться по кругу. То есть мы должны сейчас обойти круг. Ну, мне так просто нравится, когда так подсобираются узелки вместе. То есть вот, смотрите, стежок я укладываю возле узелков, но под узелки туда. И вот эти вот стежки, они просто будут удерживать узелки более-менее в круглой позиции. Конечно, когда вышивать не на софте, я думаю, что это будет выглядеть получше. Там будет видно, куда вводить. Здесь все прячется за волосками. И возвращаемся в начальную точку. Прячем под узелок эту петельку. Можно пальчиками собрать узелки, немножко пожмякать их. И выводим в любой точке от этого круга. Теперь мы будем делать лепестки. Лепестки выглядят, мы будем вышивать в 2 слоя. Они будут такими треугольничками. Значит, я выбираю, какой длины у меня будет лепесточек. Ввожу возле круга. И делаю треугольничек. Раз треугольничек. Ну вот под волосками кажется, что там вершины нет, но вершина одна. Делаю потом следующий треугольничек. И так до конца круга.
Я сейчас должна довышивать последний треугольничек. Конечно, все эти треугольнички можно заполнить ниточкой, но я этим заниматься не буду, потому что мне мешают волоски. Если вы на гладкой какой-то поверхности вышиваете, то, возможно, такой вариант будет хорошо смотреться. Но я на этом не заканчиваю вышивать, так как подсолнух у нас имеет очень много листиков в несколько слоев, то я сейчас, вот последний листик, когда вышиваю, я перевожу иголочку в соседний треугольник, где-то по центру листика. Взять, показать вам, что значит по центру. То есть, смотрите, у нас получается расположены вот так вот французские узелки. Сначала мы делали, потом мы обшили вокруг желтым цветом. Потом мы делаем вот такие треугольники. Они идут у нас. И последний ряд, вот где-то от центра я делаю еще вот такие вот треугольники. Вот таким вот образом получается у нас подсолнух. Давайте сейчас посмотрим на практике, как я это буду делать. Значит, вот я вывела в центре листика и делаю треугольничек в центр следующего листика. Нахожу вершинку и вот таким вот образом двигаемся по кругу. Все, я довышивала. Сейчас прячу ниточку внутри головы несколькими стежками. Вышивка у нас не несет никакой нагрузки, поэтому, в принципе, ее никакими узлами фиксировать не нужно. Давайте посмотрим, что у нас получилось на данном этапе. То есть, видите, некоторые, конечно, лепесточки, они прячутся за шерстью вот этой волосками, но все равно выглядит это интересно. Тут я делала лепестки поменьше, они красиво выглядят, наверное, когда поменьше, здесь побольше. Давайте посмотрим, тут я тоже делала маленькие лепесточки. И на животике что у меня получилось. Тоже на животике большие делала. Когда большие, они закрываются вот этими волосками. Ну, такой эффект будет. И последнее, что мы делаем, мы будем вышивать лепесточки. В принципе, много не надо. Так, мне тут. Лепесточки я вышиваю, как и в предыдущих цветочках в технике рококо. Точно такой же механизм. Как еще можно ниточку зафиксировать? Точно так же, как мы прятали ее в конце, ее можно таким же образом зафиксировать в начале. То есть мы проводим внутри головы раз, в другую сторону 2 и в третью сторону 3. Сейчас там ниточка хорошо держится, можно проверить. Если недостаточно, можно еще несколько сделать стежков. Теперь я выбираю, где у меня будут лепестки. Вот один лепесток хочу сделать здесь. Что я делаю? Вот я вывела возле желтого лепестка и листик укладываю вот таким вот полукругом, ввожу в эту же точку,
вывожу на то расстояние, какой длины у меня будет листик. И вот у меня внутри эта ниточка. С другой стороны я ввожу иголку и хочу сделать здесь еще один такой же лепесточек. Следующий лепесточек я, наверное, сделаю вот здесь вот. И один лепесточек вот сюда. Фиксирую ниточку. На этом наш мишка готов. Получился вот такой еще один подсолнух. Я на самом деле не знаю, как на такой пряже сделать подсолнухи по-другому. Конечно же, можно вышить круг, потом его заполнить такой решеткой коричневой и затем вышить лепесточки по-другому. Но на такой пряже, из которой я вяжу, это Alize Softy, и на любой другой мохнатой пряже, другого способа я пока что не придумала, как сделать подсолнухи. Если придумаю, то обязательно с вами поделюсь. Ну а пока я буду использовать для подсолнухов именно такой способ. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Можете поделиться этим видео в соцсетях, я буду вам очень благодарна. Подписывайтесь для того, чтобы посмотреть новые мастер-классы, новые видео. До новых встреч и пока-пока!